Зеленский назвал свою армию главной в Европе и тут же выставил счет. Решение принято, цели поставлены, ракеты готовы. После этого спецоперация закончится. Брюссель в очередной раз рассказал, как Россия вот-вот рухнет. Евросоюз начал рассыпаться прямо на глазах. Раскол, который все скрывали, вышел наружу. Всех приветствую. Сегодня коротко и по делу. Кто еще не подписан на наш Телеграм, ссылка в описании. Лайк, подписка и начинаем. Зеленский пришел за деньгами, и на этот раз без лишних церемоний. На встрече с западными партнерами украинский лидер сразу взял ультимативный тон. Никаких просьб, только требования. И главное из них прозвучало жестко. Не ждать саммита в Анкаре, переводить деньги прямо сейчас. И мы слышали, что некоторые страны хотели бы объявить о своих взносах в фонд Перл на саммите в Анкаре в этом году, но до него еще несколько недель. Давайте примем эти важные решения здесь, на этой встрече, чтобы мы могли поставить необходимое оружие. Для защиты Россия каждый день атакует Украину, поэтому, пожалуйста, не откладывайте ни на день то, что можно сделать с помощью фонда Перл уже сегодня. Но это было только начало. Дальше Зеленский сделал заявление, которое заставило часть зала переглянуться. Он объявил, что украинская армия – это теперь главная армия Европы. Та самая, которая держит континент. И раз так, Запад обязан финансировать ее не на 1 год, а на десятилетия вперед. По сути, Киев требует превратить военную помощь из разовых платежей в постоянную статью европейского бюджета. Навсегда. Сегодня украинская армия фактически является главной армией в Европе, которая может сдерживать крупномасштабную агрессию и противостоять ей в течение длительного периода времени. И после этой войны так должно оставаться и дальше. Разработайте необходимые финансовые инструменты на предстоящие годы, чтобы украинская армия оставалась достаточно сильной. Интересно, европейские налогоплательщики знают, что их только что записали в постоянные спонсоры чужой армии. Прямо на встрече с союзниками Зеленский похвастался утренними ударами по Московской области и открыто увязал их со своей военной стратегией. Фактически отчитался об атаке прямо перед камерами, не скрывая причастности. Конечно, мы готовим ответ на такие атаки со стороны России. И сегодня утром вы можете увидеть один из таких ответов в Московской области. За кадром картина выглядит иначе. Подобный тон Киева, постоянные требования, эскалация, претензии на роль щита Европы вызывает растущее раздражение среди части союзников. Некоторые партнеры уже открыто говорят в кулуарах: бесконечно так продолжаться не может. Вслух, на камеру, дежурные заявления о поддержке. За закрытыми дверями совсем другие разговоры. Зеленский получил трибуну и использовал ее максимально агрессивно. Вопрос в том, как долго партнеры будут делать вид, что это нормально. Пока Зеленский выбивал деньги на саммите, Лавров дал четкий сигнал. Москва уже определилась с ответом. На полях саммита в Казани министр иностранных дел России коротко и без лишних слов обозначил приоритет. Путиным поставлена задача наносить удары по украинскому военно-промышленному комплексу. Я считаю, что все правильные слова были сказаны, но я давно уже убежден, что слов недостаточно. Не случайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины. Это задача, поставленная Верховным Главнокомандующим. Наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять. Никакой риторики. Никаких угроз ради угроз. Просто констатация факта. Цели выбраны, задача поставлена. И это уже не предупреждение, это рабочий план. Но это официальная позиция. Параллельно в экспертных кругах всерьез обсуждается куда более радикальный сценарий. Один из рассматриваемых вариантов – удары по плотинам выше Киева. Последствия в этом случае выходят далеко за рамки военной логики. Речь идет о затоплении значительной части столицы. Миллионы людей, инфраструктура, сам город. Это уже не про цепочки поставок, это про саму возможность Киева функционировать как город. А вы как считаете, должна ли Россия действовать так же жестко, как американцы действовали против Ирана? Пишите в комментариях. Удары по военно-промышленному комплексу – это системная стратегия на истощение.
Плотины – это совершенно другой уровень. И то, что оба варианта сейчас на столе, говорит о многом. Эскалация идет по нарастающей, и конца этой лестницы пока не видно. Запад это понимает. Именно поэтому столько усилий брошено на перенос производства украинских вооружений подальше, на территорию союзников. Французские заводы дронов, немецкие предприятия, польские мощности. Попытка вынести военно-промышленный комплекс за пределы досягаемости. Получится ли? Большой вопрос. Потому что задача, поставленная Путиным, никуда не исчезла. И Лавров дал это понять предельно ясно. Брюссель снова рассказывает сказки. Глава европейской дипломатии Кая Каллас вышла журналистам с привычным набором тезисов. Россия слабеет, Украина крепчает, санкции работают. Все это мы уже слышали. Много раз. Мы видим, что у России дела идут не очень хорошо в этой войне, и мы видим, что Украина сильнее как на поле боя, так и в других вопросах. Мы только что обсуждали в группе поддержки Украины. Что еще можно сделать, чтобы поддержать Украину и оказать давление на Россию, чтобы она села за стол переговоров? Звучит уверенно. Только вот карта фронта упорно не совпадает с этой картиной. Российские силы продолжают продвигаться. Украинская армия фиксирует острейший дефицит личного состава. Противовоздушная оборона работает на пределе. Но Брюссель, судя по всему, смотрит на другую карту. А вы как считаете, на Западе всерьез верят, что санкциями и траншами можно нанести поражение ядерной державе? Или это уже просто инерция, которую никто не решается остановить? Пишите в комментариях. Каллас пошла дальше. Новый рецепт давления на Москву – связать очередной пакет санкций с ударами вглубь российской территории. Итак, на повестке дня 21 пакет санкций, и я очень надеюсь, что мы сможем быстро его принять, потому что это напрямую связано с глубокими ударами, которые наносит Украина, чтобы усилить давление на Россию и заставить ее прекратить войну. 21 пакет. Предыдущие 20 российскую экономику не сломали. Она, вопреки всем прогнозам Брюсселя, показывает рост. Но логика та же. Давайте еще раз. Вдруг сработает. За этой риторикой стоит простая задача – сохранить хорошую мину при плохой игре. Объяснить собственным гражданам, почему 3 года и сотни миллиардов евро не принесли результата. Каллас с этой задачей справляется исправно. С реальностью значительно хуже. Примечательно, что уже к середине пресс-подхода тема сменилась. Журналисты переключились на Ближний Восток, провалы европейской дипломатии вокруг Газы и неспособность Евросоюза хоть как-то повлиять на ситуацию. Получилась двойная картина несостоятельности и по Украине, и по Израилю. Брюссель умеет красиво говорить, с результатами сложнее. В ЕС появился человек, который сказал вслух то, о чем остальные молчат. Канцлер Австрии Кристиан Штокер дал интервью Financial Times и фактически пробил брешь в единой европейской позиции. Его тезис простой: пора садиться за стол переговоров с Москвой. Вена не поддерживает идею бесконечной войны за чужой счет. Штокер связал украинское урегулирование с ситуацией на Ближнем Востоке и сделал это неожиданно прямо. Ситуация на Ближнем Востоке. Я немного оптимистичен. Если там удастся найти решение, внимание переключится на Украину. По его словам, конфликты заканчивают не на поле боя, их заканчивают за столом переговоров. А для этого нужны открытые каналы связи с Россией, не ультиматумы, не новые пакеты санкций, разговор. И вот вопрос: много ли в Европе тех, кто думает так же, но боится сказать это публично? Судя по всему, таких немало. Австрия просто оказалась одной из первых, кто решился. И реакция Брюсселя оказалась предсказуемой. Демонстративное молчание, которое красноречивее любых слов. На самом деле, раскол в Евросоюзе по украинскому вопросу давно перестал быть секретом. Венгрия, Словакия, теперь Австрия. Страны, которые прямо говорят: эта война не может продолжаться вечно, и счет за нее платят европейские налогоплательщики. Не Вашингтон, не Лондон. Именно они. Брюссель делает вид, что все заодно, но единства, о котором так любят говорить на саммитах, давно нет. И каждое такое интервью делает эту пустышку все очевиднее. Австрия сказала вслух то, что многие думают шепотом. Вопрос в том, кто следующий.
Под Тулузой неизвестные атаковали предприятие Делеер, одного из ключевых поставщиков ударных беспилотников для Киева. Несколько человек подошли к заводу и забросали его зажигательными смесями. Все попало на камеры видеонаблюдения. По данным Le Parisien, значительного ущерба атака не нанесла. Завод продолжает работу. Но сам факт говорит о многом. Делеер поставляет Украине ударные дроны с самого начала конфликта. Это не абстрактный военный подрядчик где-то далеко. Это конкретное предприятие на французской земле, которое напрямую участвует в происходящем на фронте. И теперь кто-то решил об этом напомнить. И вот вопрос. Это единичная выходка или начало новой тактики? Потому что если удары по европейским военным производствам станут системой, логика конфликта выйдет далеко за пределы Украины. Примечательно, что атака произошла на фоне активных разговоров о переносе украинского военно-промышленного комплекса на территорию союзников. Европейские заводы, европейские рабочие, европейская земля – все это постепенно становится частью этого конфликта. Нравится это европейцам или нет. Французские власти начали расследование. Личности нападавших устанавливаются. Мотивы официально не называются, хотя они и так понятны. Завод работает, дроны летят. Но прецедент создан. Итак, что мы имеем сегодня? Картина сложилась четкая. Зеленский требует содержать его армию вечно, Лавров обозначил цели. Каллас в 21 раз пообещала сломить Россию санкциями. Австрия открыто заговорила о переговорах. А под Тулузой кто-то решил, что заводы дронов – это теперь тоже часть конфликта. Пока следим за тем, как Кремль ответит за Москву. Пишите в комментариях, что думаете по всей ситуации. Поддержите мой канал подпиской и лайком. С вами был Медиашот, скоро увидимся. Всем пока.